Этого человека знают все, кто хоть раз сталкивался с нехваткой мотивации. Очевидцы признавались, что даже несколько минут с ним заряжали на недели, а порой и на месяцы вперед. К нему стояли очереди на различных экспо, просто для того, чтобы пожать руку и сказать спасибо. Этот человек несколько сотен раз прыгал с парашютом, прошел длинный путь от военного до фитнес-звезды, появившись на всех самых популярных обложках журналов по фитнесу и бодибилдингу. Сегодня бы Грегу Плиту было всего 42, если бы тем трагическим днем не случилось происшествие, о котором все фанаты Грега слышали уже бесчисленное количество раз. Сделав предыдущий выпуск о Плите, я убедился в том, что фанатов этого спортсмена по сей день достаточно, и что несмотря на все трибьюты и видео о нем, вы бы хотели узнать больше. Поэтому я подготовил для вас достаточно много информации и даже связался с его девушкой Мелани Марден, которая рассказала мне, как на самом деле произошел инцидент с поездом. Я также спросил девушку, каким был спортсмен в жизни, о дне, когда они впервые познакомились, его целях и многом другом. Поэтому, друзья, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. За несколько дней до того, как создать этот сюжет, я выложил пост у себя в сообществе с просьбой задавать вопросы, которые вас интересуют о Греге. И множество из вас спросило, как он всегда оставался таким мотивированным и что мотивировало самого спортсмена. Что ж, у Грега Плита были миллионы последователей по всему миру. Его мотивационные речи люди разбирали на цитаты, прочитав которые по сей день можно вдохновиться и переосмыслить свою жизнь. Однако именно люди и их обратная связь заставляли Грега двигаться дальше. Ведь тот факт, что его жизнь меняла жизни других людей к лучшему, позволял спортсмену понять, что он все делает правильно. И как мне сказала Мелани, Грег в основном фокусировался на помощи людям. Это проявлялось во многих аспектах его жизни. Он любил строить и создавать самыми разными способами. Он был замечательным человеком. Что ж, так и есть. Спортсмен снял целую серию роликов, где он переделывал каждый уголок своего дома, и даже смотря на эти кадры, ты понимаешь суть того, о чем сказала Мелани. Смысл ведь был не в бодибилдинге, это лишь один из аспектов жизни Грега. Он никогда не повторял одну тренировку дважды, занимался скайдайвингом, банджампингом, тренировался в зале и на улице. Поход в зал был для него не просто тренировкой и планом на день. Грегу нравилась борьба, нравился сам процесс трансформации, как он менял свое тело, менял обстановку и в конце концов жизни людей к лучшему. Однажды на интервью Грега спросили, какой момент в твоей жизни был самым лучшим, на что он ответил: все лучшие моменты еще впереди. Грустно смотреть на людей, которые оглядываются на свою жизнь и говорят: вот это было хорошо, а это плохо. Вы не подумайте, это замечательно, когда вы, оглядываясь назад, вспоминаете хорошие моменты. Но нужно жить дальше. И если вы и правда хотите узнать, что было лучше, то я однозначно отмечу те моменты, когда я был на службе. У меня обнаружили проблемы с желудком и помочь было некому. Не было никого вокруг. Моменты, когда ты оказываешься наедине с самим собой, когда ты сломлен. Именно эти моменты сделали меня тем, кто я есть. И эти моменты я однозначно назову лучшими в своей жизни, говорит Грег. Мне понравилась одна история, в которой Грег рассказывал о том, как стал фитнес-звездой и каким образом оказался на обложках сотен изданий. Это поучительная история, которая не просто зарядит вас мотивацией, но и даст вам ключ к любому достижению. Грег стал моделью совершенно случайно. В то время он все еще был на службе. В лобби к нему подошел какой-то парень и сказал: «Эй, ты хорошо выглядишь, не хочешь попробовать себя моделью?» На что Грег ответил: «Какой еще моделью?» Ну знаете, для парня в армии это звучало весьма странно. Но через несколько недель случайно достал визитку из кармана и подумал: а почему бы и нет? Так он впервые попал на обложку. На этом фото Плит был на жимовой скамье, а его шорты сильно обтягивали все его достоинства. Когда вышла обложка, солдаты распечатали ее огромного размера и приклеили в командный зал. Он пришел в понедельник утром, и там 2 твоих ореха. Конечно же, это всех позабавило. Вот так все начиналось. Кто-то называет это удачей, однако Грег все же взял визитку и пошел навстречу. Возможности даются каждому, но не каждый их использует. На этом все не закончилось. После окончания службы в 27 лет спортсмен сам купил целую кучу популярных изданий, кинул их на стол и стал выписывать номера фотографов, с которыми хотел бы поработать. Он был молод и в хорошей форме, однако этого недостаточно. В мире сотни таких же, как и ты. Для того, чтобы получить эту работу, нужно
нужна особенность, фишка, которая бы выделяла вас среди других. Для Грега этой фишкой была армия. Однако многие воскликнут, мол, что если я не служил в армии, и у меня нет никакой особенности, я обычный парень с хорошим телом. Что ж, именно этот факт и может быть твоей особенностью. Расскажи им, как ты, будучи обычным парнем, сделал себе такое тело. В любом деле важно понимать, куда ты идешь и чего хочешь достичь. Садясь за руль, вы точно знаете, куда будете ехать. С жизнью все то же самое, говорит Грег. Не ждите, что кто-то принесет вам что-либо на блюдечке, просто берите и делайте. В одном из интервью Грег рассказывал о том, что каких-то 5 лет назад он листал страницы этих журналов для вдохновения, и спустя небольшой промежуток времени сам появился на обложке. Это образец того, как мысли становятся реальностью, когда вы работаете над их воплощением. Друзья, в прошлом своем выпуске я рассказывал о том, что Грег повлиял на мою жизнь, но не рассказывал, как именно. Я всегда очень мечтал путешествовать, но не знал, как это вообще воплотить в жизнь. И когда я увидел видео Грега, где он стоит на парковке и говорит, что нужно не мечтать о путешествиях, вы должны быть там, я подумал, каким образом я это применю к своей жизни, ведь у меня тогда не было денег, не было возможностей. И вот когда в моей жизни появилась единственная возможность, я от нее отказался. Но вспомнив это видео, я понял, что нужно хватать эту возможность по аналогии с тем, что сделал Грег. И вы знаете, у меня получилось. Поэтому я все это рассказываю для того, чтобы у вас наверняка есть огромное количество цитат, которые вы читали, вы видели огромное количество фильмов с эпичными фразами, но попробуйте подумать не о фразах как таковых, попробуйте подумать, как это воплотить в вашу конкретную жизнь, и, возможно, она тоже изменится. Вы также спрашивали и по поводу отношений Грега, ведь судя по видео, с этим у него всегда были проблемы. И казалось бы, почему успешная фитнес-модель, миллионер никак не мог найти себе девушку? По факту Грег просто не афишировал свою личную жизнь. Известно только, что он снимался в телевизионном шоу под названием «Загадочный миллионер». Однако с отношениями у него не сложилось. Мелани Марден, о которой я упоминал еще в начале видео, была знакома с Грегом еще с 2009 года, и долгое время они просто дружили. Однако незадолго до его смерти Мелани пригласила спортсмена сняться с ним в шоу под названием «От друзей к любовникам», где он и Мелани влюбились друг в друга. В общении с девушкой меня интересовал вопрос, который я также встретил и в комментариях, которые вы мне писали, а именно, был ли Грег в жизни таким же мотивированным и позитивным, как и под прицелами камер? На что Мелани ответила следующее. Безусловно, он всегда был очень заряжен и обладал такой же страстью ко всему, что делал, как в жизни, так и на камеру. Она также пожелала мне и моему проекту удачи и отметила, что если кто и заслуживает, чтобы его помнили, так это Грег. В тот день часть меня умерла вместе с ним, говорит Мелани. Привет, я Мелани Марден. Мы снимались в шоу на Браво и дружили почти 7 лет. Грег поистине удивительный, у меня не возникает никаких сомнений насчет этого. И я скучаю по нему все время. Одна мысль, которую и я, и Грег разделяем, это то, как ты тренируешься, отражается на всей твоей жизни. Если ты тренируешься иногда чисто для галочки, не особо фокусируешься на своей цели, обычно по такому же сценарию проходит и вся твоя жизнь. Так что, если ты в зале и ходишь туда постоянно, если ты стараешься, если гордишься собой, если видишь улучшение в силе и функциональности, тогда эта любовь к себе и уверенность отразится на твоей последующей жизни. Вывод такой, что у нас одна жизнь, и как Грег привык говорить, каким ты хочешь, чтобы тебя запомнили. Друзья, прямо в процессе монтажа этого видео произошло интересное событие. Мне написал парень по имени Эмиль Джалилов, и сообщение было следующего характера. Привет, Федор, посмотрел твое видео на канале про Грега, и ты там рассказывал, как безуспешно старался связаться с его матерью Джанет. Могу тебе помочь, у меня хорошие с ней отношения, я ей помог в некоторых моментах в свое время. Она просто ангел, Грег изменил и мне жизнь тоже. С наилучшими пожеланиями, Эмиль. Что ж, наверное, это предпосылки сделать третью часть, и если вы действительно хотите увидеть третью часть, то ваши комментарии, ваши лайки, как бы банально это ни звучало, помогут мне осуществить эту задумку. Поэтому, друзья, пишите, если вы хотите увидеть продолжение этого сюжета, а мы двигаемся дальше. Помните, я говорил вам о вот этом парне, чью жизнь изменил Грег Плит?
В своем видео он рассказал о том, что если бы Грег продолжил дальше, то мог бы изменить в миллионы раз больше жизней. Грег мог легко стать следующим Тони Роббинсом, но теперь эта задача лежит на нас с вами. Вот еще один парень, которого зовут Кристиан Гузман. И на следующий день после трагедии он поделился своими мыслями касательно смерти Грега. Парень наблюдал за ним и смотрел каждое видео, начиная с 18 лет. Он также признался, что никогда лично не встречался с атлетом. И на момент записи этого видео у него было всего несколько десятков тысяч подписчиков. Но посмотрите на парня сейчас. Миллионная армия фанатов на YouTube и точно такая же в Instagram. Спортсмен владеет собственным залом, у него куча спонсоров и просто обалденная форма. Я говорю это все для того, чтобы вы понимали, насколько много людей по факту 5 лет спустя добились своих целей во многом благодаря словам одного человека, с которым даже не были знакомы лично. Грег никогда не называл своих последователей подписчиками. Он считал этих людей ровно настолько же способными и мотивирующими, как и он сам. Поэтому, друзья, я бы не хотел заканчивать это видео, разбирая детали смерти атлета или на какой-то печальной ноте. Если вам и правда интересна эта информация, я выложу ее в описании, где точно пересказываю слова Мелани. А сейчас просто хочу, чтобы каждый из вас, кто посмотрел это видео, задумался о том, что ваши собственные изменения, ваш успех и то, как вы своим примером влияете на жизни других людей вокруг вас, это и есть наследие, которое будет жить вечно.